Друзья, привет! Сегодня решила записать для вас видео о том, как я запекаю мясо в духовке. Скоро близятся праздники, все хозяйки будут что-то вкусненькое готовить. Вот и я решила поделиться с вами своим рецептом вкусного запеченного мясного рулета. Я купила вот такой симпатичный 1,5-килограммовый кусок свиной лопатки и буду его подготавливать. Я не очень люблю всякие жилки, жир, поэтому вначале это все аккуратненько удаляю. Кстати, именно лопатку использовать не обязательно. Можно взять кусочек из любой части. Даже биток подойдет, но он может получиться чуть суховат. Поэтому я предпочитаю кусочек пожирнее. Форма кусочка тоже особого значения не имеет. Все равно, чтобы красивенько, более-менее ровненько собрать рулетик, я его надрезаю в месте, которое потолще, и как бы срезаю слой. Но от всего кусочка этот слой не отделяю. Таким образом, как бы распускаю мясо, стараюсь придать ему при этом прямоугольную форму. Идеально все сделать у меня никогда не получалось. Всегда получается минимум одна дырочка. И, кстати, не всегда они маленькие. Но это не беда. Я просто рядом срезаю еще слой, закрываю образовавшуюся дырочку и все ок. Чтобы мясо получилось менее жестким и лучше пропеклось, я качественно с двух сторон его отбиваю. Готово. Вот видите, как из того куска получился ровный прямоугольный пласт. Теперь присыпаю его разными приправами. У меня тут молотый сушеный помидор, красная паприка и перец чили, плюс сушеный розмарин и орегано. Хотя можно использовать любую смесь трав для свинины. Благо в магазинах этого добра сейчас навалом. Дальше раскладываю чеснок прям целыми зубочками. Еще добавляю сушеные помидоры. Ну уж очень я их люблю, да и с мясом они очень вкусно сочетаются. Также добавляю оливки, причем тоже, как видите, немало. Оливки, кстати, можно брать даже с начинкой, тоже вкусно будет. И теперь сворачиваю все в рулет. Ничего страшного, если где-то что-то выпадает или есть дырочки. С помощью нитки скрепляю рулет. Затягиваю довольно плотно, чтобы закрылись места, где есть просветы или видна начинка. Получается вот такой сплошной плотный рулет в сеточке. Все, есть! Перекладываю в форму, еще кладу пару помидоров и луковичку для украшения. Далее накрываю фольгой и отправляю на 2 часа в духовку выпекаться при температуре 190 градусов. Минут за 45 до готовности фольгу я убираю и оставляю мясо печься дальше. Таким образом рулетик приобретет красивую корочку. Если в процессе выпекания мясо дает слишком много жидкости, ее нужно удалить. Не всю, но большую часть. Мы же в конце концов печем рулет, а не варим. Всем приятного аппетита! Пока!